И мы в Греции! Это Закинтос. И в этом видео вы увидите Красивые пляжи. неимоверные бухты. Ну и, конечно же, бухта Новая, которую пропустить нам просто было невозможно. Или как ее еще называют, бухта пиратов. Красавица! О, вдохнула! Ныряли в масках. Это визитная карточка Закинтоса. Загадала желание? Очень-очень даже интересно. А сейчас в двух словах про билеты на паром в сторону Закинтоса. Мы купили билеты в кассе, прямо в порту. Хотели купить онлайном, цена такая же, но почему-то онлайном показалось, что нет билетов. Мы приехали на место, и в кассе были билеты, купили сразу. Цена билета, Ирка, расскажи, сколько у нас? На человека, на пассажира 12,50, за машину 38,40, на средний автомобиль получается. Да, не на бусик, на простой легковой автомобиль. Если вы берете билеты туда и обратно, то выходит немножко дешевле. У нас вышло 119 евро туда и назад. 2 человека и автомобиль. Если вы покупаете билет онлайн, то вам нужно их все равно распечатать в офисе в порту. Билеты в кассе лучше покупать вне сезона. Если сезон, то, конечно, выгоднее купить на сайте. Онлайн, потому что очередь будет большая, действительно, может быть, билетов нет, потому что места на пароме ограничены. Так как сейчас октябрь месяц, нет большого наплыва туристов, и поэтому более свободно. Покупаете в кассе и проезжаете на правую сторону площадки и ожидаете посадку. На билете написано название парома. Вы можете также сверить, чтобы вы не ошиблись, потому что мы ожидаем, допустим, тоже Леванте, но это не наш паром, ожидаем другой, следующий. И еще один важный момент, который мы не нашли нигде, ни на сайте, ни в видео, за сколько нужно все-таки приехать на паром. Мы спросили здесь непосредственно в кассе, за 40 минут до отчаливания. Да. Мы подъехали на парковку, где все ожидают автомобилей посадку. И вот там вот знак, на котором показано, какой паром, идет ли посадка на него или нет. Есть специально обученные люди, которые направляют, куда заехать и как. Кстати, скидку посчитали только на обратный билет на автомобиль. В очередь становимся с правой стороны, так как с левой стороны выезжают уже машины с судна, с парома. Наш паром — это Маре Леванте. Это судно идет на другой остров. Заезжать мы будем на второй этаж, так как на первом этаже грузовики заезжают. Вот он, первый этаж, слева второй этаж. Стоит регулировщик, который показывает, как парковать и куда заезжать. Все заезжают по кругу, потому что выезжать будут также передом, не задним ходом. Мотоциклы паркуют отдельно. Двигаемся на палубу наверх, где есть барчик, кафе, можно отдохнуть с прекрасным видом на море. Друзья, вы еще видели где-то на пароме, чтобы были эскалаторы? Можно присесть и тут за столиком. Также второй барчик есть на передней палубе, где тоже можно присесть у окошка, либо просто в центре, включить какой-нибудь сериал на греческом языке. Ну а мы пойдем на палубу, на самую верхнюю палубу, где откроется прекрасный вид. В общем, наслаждаемся поездкой. На верхней палубе также есть стульчики, столики, кафешка, которая в данный момент закрыта. Ну, вы можете тут присесть. Но тут, правда, гул моторов немножко есть. И слегка воняет дизелем. Но я думаю, когда будем двигаться, будет все довольно-таки прекрасно. Вот так прям с краю можно присесть на лавочку и любоваться просторами. Ну а для тех, кто боится немножко, могу успокоить. Спасательные шлюпки присутствуют. Хватит на всех, можете не переживать. Поднимаем якоря и в путь. Ну, здравствуй, Закинт, или как его еще называют, Закинтос.
хотя это название столицы острова. Закинф еще одна жемчужина побережья. Он славится своими пляжами и бухтами. Некоторые даже являются символами острова. Нам нужно было где-то остановиться, и мы выбрали для себя вот такой вот милый розовый домик. Очень удобный и уютный. Который называется Катерина Румс. Друзья, обзор апартаментов мы делать не будем, но кому интересно, мы оставим ссылочку в описании. Находится он в центре острова, и отсюда добираться до любой точки острова полчаса. И без транспорта на острове никак. Расстояния большие, а дороги узкие. Первое, что бросается в глаза, так это прокат транспорта. Распространены мопеды, байки, Suzuki Jimmy или самурай с открытым верхом. Но что бы вы ни выбрали, это вам даст возможность как можно ближе познакомиться с островом и его достопримечательностями. И по плану у нас было исследовать остров. Мы отправились для отдыха на ближайший пляж. Широкий, красивый пляж Аликанос. Он растянулся на северо-восточном побережье Закинфа. Пляж отличается мягким песком и чистой водой Ионического моря. Здесь обустроены пляжи, множество уютных таверн и кафе. Мелкое прогретое море порадует ваших деток. Ну а взрослые смогут развлечь себя водными видами спорта и прогулкой на лошадях. Северная часть острова исписана живописными бухтами. К некоторым из них можно добраться только по воде. И, естественно, мы хотим посмотреть на эти прекрасные бухты. В самой бухте Агиас Николаус очень много офисов, где продают экскурсии. Также вы можете взять самостоятельно катер на прокат. Значит, 140 евро стоит лодочка на день. Права не нужны. Друзья, на эти лодочки права не нужны. Только вот на эту лодочку нужны права. На такую. Водные права, если у вас есть. Да, и не забывайте торговаться. Самую подходящую экскурсию, которую мы нашли, это 25 евро с человека. На такой лодочке тут порядка 30 человек. Других вариантов мы не нашли, потому что конец сезона. Мы оставили машину на парковке в этом порту Агиас Николаус. И тут только можно взять экскурсию на маленькой лодке. На большой лодке можно только взять экскурсию в Закинтосе. А ты знаешь, может быть даже и лучше, что экскурсия на такой маленькой лодке, где только 30 человек, а не 70. Возможно, да. Брызги летят, капец! Короче, это настоящие американские горки. Волны большие, поэтому мы скачем на них прилично. Ну и, конечно же, бухта Новая, которую пропустить нам просто было невозможно. Мы подчаливаем к бухте. Пляж кораблекрушений, или как его многие знают, пляж Новая, является главной достопримечательностью Закинфа. С суши это волшебное место окружено скалой, и добраться к пляжу можно лишь на судне. Магнитом для всех туристов является полуразрушенный ржавый остов настоящего корабля, который много лет назад, по одной из версий, провозя контрабандные товары, уходил от преследования греческой полиции и сел на мель. На сегодняшний день на пляж и на останки корабля можно посмотреть только с воды. Из-за последнего землетрясения и обвала скалы доступ к пляжу закрыли. А совсем недавно толпы туристов высаживались на этот пляж и нежились на солнышке и делали фото и видео на память. Первый пошел. Остановочка в Голубой пещере на купание. Мы покупались, вода 25 градусов, вообще кайф. И прозрачная, как в стакане. И, кстати, плавают какие-то кальмары, осьминоги какие-то непонятные. Вот там в воде видно. Сама экскурсия длится 2,5 часа. Это вместе с остановкой на купание. Во время всей поездки гид рассказывает интересные и увлекательные истории. А еще исполняет крутые виражи на своем катере, от чего у вас поднимется настроение, даже если у вас его не было.
Сейчас заходим в пещеру. Начинаем бояться. Голубые пещеры или гроты также являются визитной карточкой Закинфа, и к ним также можно добраться только по воде. Тут просто можно рукой дотянуться. Лучи солнца, проникая сквозь трещинки в каменных глыбах, особым образом преломляются и отражаются в чистейшей воде миллионами голубых бликов разных оттенков. Это визитная карточка Закинтоса. Сразу 2 пролета. Ну и, конечно же, viewpoint Навая не оставляет без впечатлений. Мы пришли на эту локацию, естественно, пофоткаться. Оборудованные балкончики нормально, где хорошо все видно. Чудесный вид. Ну, а мы пойдем по горе до флага. Я думаю, там будут не менее красивые виды. Ну и будьте готовы к тому, что тропа к этому флагу выглядит примерно вот так. То есть тут нужна специальная обувь. Мы пошли в кроксах, как бы еще терпимо, но лучше, конечно, в кроссовках. Да, но это не просто тропа. Это метеоритная тропа. Но эта порода, ну, явно какая-то неземная. Она какая-то с Марса 100% откуда-то. А нам еще топать и топать. Вот аж туда. Ну, собственно, ради этого вот сюда мы и пришли. И по плану у нас было исследовать остров. И проезжая узкие дороги улочек, но просто невозможно не отметить количество диких оливковых деревьев, с которых собирают оливки традиционным ручным методом. Олива – это национальный греческий продукт, и это просто райское место для любителей оливок и оливкового масла. Ну и, конечно же, путешествуя по Закинфу, мы остановились на оливковой ферме, где можно посмотреть, как отжимают масло, как происходит весь процесс. Вот такой вот мини-заводик. А на маслобойне вам даже проведут экскурсию. Сегодня оливки перерабатывают с помощью самого современного оборудования. Масло получают из оливок раннего сбора, отжимают и разливают без фильтрации. Таким образом, в масле сохраняется максимум полезных веществ. Оно удивительно ароматное и насыщенное. Все желающие смогут не только продегустировать его, но и купить. Согласно одной легенде, на земле Греции богиня Афина послала оливковую ветвь. Из этой ветви выросло первое оливковое дерево. Загадала желание? Да. Ну тогда поехали дальше. Мы продолжаем исследовать остров и направились в туристическую деревушку Лаганос. Но не она была нашей целью, а крошечный остров, который находится непосредственно в бухте Лаганос. И следующая локация у нас это Камео Айленд. Это маленький островок, соединенный пешеходным мостиком. Остров считается частной территорией, и вход на остров платный. Бесплатно можно прогуляться по мостику и сделать классные фоточки. Да, но самая главная фишка, что на этом острове можно посмотреть морских черепах, ежей, крабиков. Идемте прогуляемся. А мы, короче, идем по мостику. Сначала не обратили внимания, а потом такие бац, смотрим вниз, а вот они ежи. Их тут просто море. Вот эти черные точки, это все ежи. Конкретно много. Вот он прячется, крабик. Но это маленький-маленький. Друзья, в интернете написано 4 евро вход, но по факту 5. Мы купили билетики, но тут включена фотография бесплатная на брелочек. Вот такого плана. Ну, мелочь, но приятно.
Остров Камео известен как остров свадеб. Весь остров может быть арендован для проведения церемонии. И так как вода вокруг острова очень теплая и прозрачная, здесь можно встретить черепах карета-карета. Они также являются символом Закинфа. В общем, друзья, черепах здесь увидеть не получится, это точно. Очень в редком случае. В основном тут можно позагорать, почилиться, покупаться и этим пейзажем полюбоваться. Вода чистейшая, но не забывайте бывать тапочки, хоть там и не постелили пару ковриков. Все равно дно каменистое. Ну а если вы хотите посмотреть черепах, то вам нужно взять лодочку на прокат, и на том острове можно их увидеть. Что мы попытаемся сделать. Друзья, по экскурсиям. Боот-такси, которое вас отвезет на остров и посмотреть на черепах по дороге, это будет стоить 20 евро с человека. Но черепах обязательно увидите, они гарантируют. Они видят, где черепаха, подплывают, вы смотрите, фотографируетесь. Дальше вас высаживают на острове. На острове система как такси лодочного. То есть вас высадили на одной лодке, вы там покупались, отдохнули. На любой другой лодке вы приплыли назад на эту же станцию. То есть вот так все выглядит. Также вы можете взять на прокат лодочку, 80 евро 4 часа. В общем, мы решили ехать не на такси, а взять VIP-экскурсию. Разница всего в 10 евро. Но мы поедем только вдвоем с парнем. Вот на такой вот лодочке. Это все займет где-то примерно час времени. До острова, посмотреть на черепах и назад. Надеемся, мы черепах увидим. Вот так выглядит лодочка с небольшим 30-сильным моторчиком. Также, если вас много человек, вы можете взять экскурсию вот на такой лодочке большой. Вот одну черепаху мы уже нашли. Радуемся, как дети. Большая довольно-таки, но она плывет по дну. Глубина 2 метра. Друзья, конечно, тут черепах море. Просто их в море черепах. Их очень много. Большие, маленькие. Мы для вас попробовали заснять подводной камерой. Конечно, и если будет видно нормально. Вот она, красавица. Сейчас она вынырнет вдохнуть. Ух, какая она большая. Красавица. О, вдохнула. Ух, погладить тебя не получится. Ух, какая она большая. Да, это очень огромная черепаха. Друзья, в общем, берите экскурсию на лодочке. Вы можете взять экскурсию на лодочке с прозрачным дном, где вы увидите внизу через стекло черепаху. Вот мы и приплыли к тому самому черепашьему острову, где можно искупаться, посмотреть на гнезда черепах. Сделали высадку на этом острове, посмотреть на эти гнезда. Конечно, если вы хотите увидеть, как вылупляются из яиц черепахи, вам нужно приходить в 7 утра. Тогда есть шанс, что из каких-то гнезд полезут маленькие черепашки и поползут в воду. Тут даже присутствует барчик на воде такой в виде боот-бар. Да, и покупаться тут, кстати, очень-таки прикольно, потому что пологий вход, мелкая галька, а тут песочек. Очень-очень даже интересно. Экскурсия на Черепаший остров обязательно к посещению, если вы на Закинтосе. Ну а мы двигаемся дальше. Я, конечно, не знаю, зачем вам эта информация, но, в общем-то, в Марине, если вы вдруг решили помолиться, то вы можете зайти, тут присутствует церковь. Маленькая такая. И вы можете поставить свечку и помолиться. И наши локации на Закинтосе. Первая локация — это у нас Мезитрос кафе. Лаунж с открытым видом. Прекрасная терраса. Мы сейчас посмотрим, насколько она прекрасная. Идемте полюбуемся этими видами. Присутствует парковочка, где вы можете встать в автомобиль и подняться 50 метров. Тут такой барчик. Тут вот смотровая, балкончик чудесный. И вот так барчики, ресторан, где можно посидеть. Вау, друзья, посмотрите на эти виды. Это просто бомба. Разрыв мозга. Красота. Давайте же просто полюбуемся этими видами, выпьем чашечку кофе и поедем на следующую локацию.
Друзья, все локации мы оставим в описании к видео. Ну а с вас лайки, подписка. Пока бесплатно. И давайте посмотрим, удивит нас еще Закинтел своими видами или нет. Давай. И еще одна не менее красивая локация – Караканиси-Бич. Необычный пляж, каменистый, где вы можете сигануть в воду прямо с камня. Ну и полюбоваться, конечно же, красивыми видами. Что мы сейчас и будем делать? Есть кафешка тут такая, но мы на нее уже не успели. Она закрылась. Терраса с красивейшими видами. Выделите время на закат, и это будет картинка вам на всю память. Ну а сам пляж находится вот в этом ущелье. Давайте же спустимся на сам пляж. Немножко страшно, конечно, но там есть один очень красивый пейзаж. Спустимся по этим крутым ступенькам. Тропиночка такая узенькая и вниз по ступенькам. Вот оно, то самое место. И та самая скала, которая держится на честном слове. Уже, конечно, вечер, народу нету. Но днем, когда тут солнце, все места заняты. Но если вам понравилась эта локация, ставьте лайк. А я все-таки хочу спуститься прям до конца вниз. Мне все-таки интересно, насколько тут вода теплая или холодная. Ну и этот вид меня просто, не останавливает вообще. Ну эта дырка, просто шедевр. Красота. Вот тут говорит дырка, блядь, тут отверстие. Ой, тут надо осторожно. Вроде бы не скользкие камни, но, кстати, кто-то забыл трубку. Можно поплавать. Но сейчас коронавирус был недавно, лучше не трогать. Полотенце даже есть. Так что тут все оборудовано. Будем прыгать. Других вариантов я не вижу. Сейчас вам покажу, как Ирка спускается. Ну давай, что ты? Боится. Высоко капец. Да, это вам не оборудованный пляж с шезлонгами и зонтиками. Это чисто такой дикий. Смотрите, какая яма. Ныряешь туда и кайфуешь. И вода протекает вот так с моря в море. Но мы лезем туда, наверх. Или не лезем? Немножко стрёмно. Еще и с телефоном в руке. Ну давай подождем лайков тогда. Ну что, погнали? Побежали карабкаться наверх. О! Да, порода здесь вообще вот такие камушки мелкие. И они как будто приклеены один за другой. Красотень. Красотень неописуемая. Тут еще одно ущелье туда, сбоку. Ветер сильный. Так что извиняйте за звук в микрофоне. Куда полез этот человек, непонятно. Я сделал это. И все ради вас. И посмотрите, какая красота. И вот именно с этого камушка вы можете сигануть прямо в воду. Кто-то уже автографы оставил. Красивая горень. Как она там еще держится, понятия не имею. Я не понимаю, почему там такая красная порода. Она прям красная, а вода голубая-голубая. Чистейшая. Камни такие острые. Но тут глубоко очень. Вот отсюда прям я и сигану. Ирка, ну что, будем встречать закат тут? Да, давай. Место очень необычно на самом деле. Здесь немного оборудованная территория, вырубленные в скале ступеньки. Ну так, немножко опасненько. Да, и тут ветрено. И на этом прекрасном кадре, друзья, мы будем заканчивать наше путешествие и двигаемся
Закинтоса на материк. В каждом путешествии есть свои преимущества. От автомобильного путешествия вы получите море удовольствия и множество локаций, которые вы можете самостоятельно посетить без экскурсий и экскурсоводов. Морское путешествие всегда увлекательно, но если вы не смотрели наше видео про круизный лайнер, переходите по ссылочке, видео будет в описании.